Всем привет, с вами Ганзи, это новая серия сюжета «Цепи судьбы». И это уже второе видео с этим сюжетом за сегодняшний день, а все благодаря шиноби под ником Санчес. Тут отдельные спасибки можете кидать ему, потому что он собрал на эту серию и чтобы она вышла сегодня. А еще он собрал на часовую серию, которая выйдет завтра, то есть сегодня 21, а завтра 22 часовая. И все это собрал один человек. Как говорится, респект. Ну и конечно же огромное спасибо всем вам за актив, за комментарии, за лайки, за подписки, за то, что делитесь с друзьями. Этим вы оказываете огромную поддержку, и из-за этого сюжет и живет на этом канале. Ну и под этим видео не забывайте писать комментарии, ставить лайки и так далее и тому подобное. Это очень важно. Также не забывайте подписываться в наш телеграм-канал, чтобы не потеряться в случае чего. Ну и это, как вы уже поняли, 21 серия сюжета «Цепи судьбы». Глава 21. Неверный след. Я изо всех сил бежал в госпиталь. После такого странного дня мне хотелось поскорее увидеть Рин. Думаю, сейчас уже около 3 часов дня. Я прекрасно помнил дорогу до здания госпиталя, но причудливые темные переулки не внушали доверия. Не удивлен, почему тут туговато с медициной. Пройдешь разок, так и уже можешь добраться до больницы трупом. Хотя, кто я такой, чтобы судить об уровне преступности? Когда я добрался до места, передо мной пристало небольшое двухэтажное здание. Как я подметил раньше, выглядело оно наиболее современно по сравнению с остальными строениями. У входа также дежурили шиноби скрытой травы, правда на их лицах были маски. Они посмотрели на меня сурово и даже с некоторой злостью, показав заранее заготовленную бумагу, хоть и нехотя, но я был пропущен внутрь. «Только без глупостей, пацан», – процедил один из них. «Как скажете», – холодно ответил я. Ух, как же мне хотелось плюнуть в рожу этому засранцу. Я мог бы ввести его в гензюцу и надавать пинков по жопе, но черт возьми, нельзя. Быть джоунином сложно, никому не советую. Я шел по коридорам. Медицинский персонал, одетый в хирургические костюмы, недовольно смотрел на меня. Неужели у меня сверху подпись «Враг деревни номер 1». Я подошел к девушке, что просматривала бумаги, стоя около двери в палату. И извините, я ищу Ренина, ее зовут Нахарарин. Она недавно прибыла сюда из Канохи. Не могли бы вы подсказать? Девушка поправила свои длинные черные волосы, затем посмотрела на меня оценивающим взглядом и проговорила: «Если у вас нет тяжелой травмы, придется подождать, она сейчас занята». «Но...» – пытался пояснить я. «Никаких «но», вам не будет поблажки, даже несмотря на то, что вы шиноби Канохи. Если раны легкие, могли бы и сами обработать. А так не мешайте мне работать. Сидите тут, коли так надо». С этими словами девушка зашла в палату, я стоял полностью побежденный. Мне даже не дали ничего сказать, а я чувствую себя очень виноватым. Это что за дзюцу такое? Почему мне вдруг захотелось получить серьезное ранение? Я уселся на скамейку, откинул голову назад, прижимая ее к стене, и прикрыл глаза. Легкая дрема охватила меня, и я отрубился. Когда проснулся, то понял, что прождал полчаса. В коридорах было чертовски пусто, и как мне узнать, где Рин? Я оглянулся еще раз и осторожно начал смотреть во все двери. Картина была не из лучших. В каждой палате лежало много раненых. Они стонали, просили о помощи. Кто-то тихо молил о смерти. И так раз за разом. Дойдя до конца коридора, я увидел большую дверь. Приоткрыв ее, заметил, что там лежат наши ребята. Условия были гораздо хуже, чем в других палатах. Старые кровати, мало аппаратов для контроля за сердечной деятельностью, а об аппаратах искусственной вентиляции легких и подавно. Пока я смотрел и ужасался, мне на плечо легла рука. «Что вы здесь делаете, молодой человек?» – прозвучал приглушенный голос. Я слегка испугался и повернул голову. Передо мной стояла фигура, примерно моего роста, полностью облаченная в какой-то странный медицинский костюм. На лице была маска, респиратор, на карих глазах очки. «Вы знаете, что это частная территория? Вы похожи на шпиона. Я немедленно сдам вас властям». Грозно звучал довольно нежный голос. На секунду я даже напрягся, но что-то мне казалось до боли знакомым. Я присмотрелся и понял. Силуэт снял свой капюшон и приспустил маску. Это была Рин. Она весело улыбалась, утирая слезы с глаз. «Обита, ты бы видел свое лицо», – проговорила она, изображая меня. «Рин,
Да я чуть не посидел. Нельзя же так пугать. Возмутился я, чувствуя себя трусом. Прости, просто я так обрадовалась твоему приходу, что не удержалась. Проговорила ласковее она, поглаживая своей нежной ладонью мою щеку. Ладно, ответил я краснее. Не умею на тебя дуться. За это я тебя люблю еще сильнее, сказала она, одаривая меня поцелуем в щеку. Так что тебя привело? Просто проведать решил? Да и нет, говорил я, очарованный ее милым и непосредственным поцелуем. Мобита, соберись, улыбаясь, ответила она, садясь на скамейку. Да, у меня есть несколько новостей. Думаю, ты захочешь их узнать. Выслушав меня внимательно, Рин серьезно озадачилась. Я и представить не могла, через что ты сегодня прошел. Более того, смог договориться с обеими сторонами конфликта. Ты переоцениваешь меня. По сути, проблема все еще не решена. Понимаю, но думаю, сейчас тебе нужно отбросить попытки решить все сразу и сосредоточиться на чем-то одном. Ты права, поэтому я здесь, проговорил я, вынимая из кармашка в жилете пару пробирок с супом. Это та еда, которую они ели? Ага. Кума проверил ее на наличие ядов, но я не очень ему верю. Он немного странный, это так. Когда мы шли до госпиталя, Кума задавал мне вопросы. Да? Какие? О моей специализации, о тебе и даже о Какаши. Какаши? А он-то тут при чем? Не знаю, но я ответила ему уклончиво. Думаю, он посчитал меня просто наивной девочкой. Вот тут он просчитался, весело сказал я. А то, ведь Минато-сенсей всегда учил бдительности. Не всегда союзник желает тебе блага. Это же один из тех скучных уроков, да? Думаю, надо попросить прочитать их для тебя лично. Нет, пощади. Рин звонко засмеялась, затем встала и взяла меня за руку. Пойдем со мной до лаборатории. Я попрошу проверить твой суп на наличие яда. Мне жутко неудобно отвлекать тебя от работы, проговорил я, опуская голову. Я всегда готова тебе помочь, ты это знаешь. К тому же все равно же отвлек. Вот вечно ты так. Вновь надул щеки я от ее выходки. Поднимаясь наверх, перед нами мелькал местный медперсонал. Они все доброжелательно кланялись Рин, здоровались, советовались, но меня же смотрели безинтересно, даже с некой антипатией. В какой-то момент я просто стал отворачиваться, чтобы не испытывать этих взглядов. Когда Рин договорила с группой медсестер, мы двинулись дальше. Я как бы вскользь проговорил. «А ты тут популярна». «Что-то ты не очень рад», проговорила она, слегка наклонившись вперед и смотря мне в глаза. «Нет, не подумай, просто я...» «Ты думаешь, что они просто подлизываются?» «Может быть. Знаешь, я работаю с ними весь день. Это очень трудолюбивые и самоотверженные люди. В условиях жесткой нехватки лекарств, техники и персонала они работают на износ. И я решила, что сделаю все возможное, чтобы помочь им. Наверное, видя это, они смогли понять о чистоте моих намерений. Все мы люди, Обита. Сейчас, когда идет война, очень сложно отличить врага от друга». «Думаю, ты права», согласился я. «Спасибо, мы пришли. Подожди, я достану карточку». Пока Рин это делала, дверь неожиданно открылась. Оттуда вышел парень примерно моего возраста. Ростом он был чуть выше меня и имел черные волосы, которые затянул в хвост. Серые глаза будто бы совсем не замечали всех окружающих. Под ними красовались сине-фиолетовые подглазины. Видно, как мало спит молодой человек. Сам он был довольно худ. Его рука, что нервно почесывала щеку, выглядела иссушенной. Казалось, что она принадлежала не парню, а пожилому человеку. Увидев нас, в его глазах будто бы вспыхнул огонь. Серые глаза заблестели. Он бросился к Рин и затараторил. «Рин, как я рад вновь тебя увидеть! Ты была абсолютно права!» Рин сначала немного опешила, но затем добродушно улыбнулась и пожала протянутую руку. «Тамадачи, вижу, что ты все же отдохнул». Голос парня был довольно низкий, что не сочеталось с его внешностью. Да-да, ты не представляешь, как я тебе благодарен. Не спал уже пару ночей, а тут, пока дремал, смог понять, что же у пациента из третьей палаты». «Неужели?» – восхищенно вопросила Рин. «Что же там было?» «Твоя версия про отравление верна. Кто же знал, что он ел те плоды? Мне так жаль, что я вначале упирался», – проговорил он, не опуская руки Рин. Я обязательно исправлю свою ошибку, обещаю». «Не вини себя. Я сама поняла, что это отравление, потому что прочитала книгу моей хорошей подруги», – доброжелательно ответила Рин. «Ох, а я могу ее взять? Может, вместе почитаем?» – спросил Тамадачи с неловкостью в голосе.
Я не дал Рин ответить и громко кашлянул. Парень повернулся ко мне лицом. Он что, вообще меня не замечал до этого? Его мимика резко изменилась. Брови сдвинулись, лицо слегка сморщилось в отвращении. Верхняя губа пару раз двинулась вверх. Тамадачи осмотрел меня с ног до головы и одарил еще более негативным взором. «Рин, это что за посторонний?» – спросил он холодным, как лед, голосом. «Это капитан Обита Учиха. Он Джонин, ответственный за нашу миссию. А еще он мой молодой человек, но пришел исключительно по важному вопросу», – проговорила Рин, слегка смущаясь. «Молодой?» – злобно процедил Тамадачи, но затем громко кашлянул и продолжил. «Я все понимаю, но Джонину из Канохи сюда можно лишь в часы посещения». Меня сразу же насторожил его ответ. «По-моему, ты только что это сейчас придумал». «Ничего подобного», – возмутился тот. «Я тут главный, поэтому правила устанавливаю тоже я». Мой взгляд перешел на Рин. Та грустно кивнула головой. «Да, это Тамадачи Шина. Сейчас именно он руководит госпиталем». «Видишь, кто-то это понимает». Все так же язвительно отвечал парень, сложив руки на груди. «У меня крайне важное дело, прошу не мешать», – проговорил я сквозь зубы, не желая портить отношения с хоть условным, как я понял, но главой больницы. «Я же вам сказал, капитан!» «Тамадачи-сан, пожалуйста, позвольте Обита ненадолго остаться», – вмешалась Рин. «Рин, но...» – мягко возмутился тот, но покраснел, когда услышал, как уважительно к нему обратились. «Мы расследуем причины болезни наших шиноби. Вы сами знаете об их состоянии. Обита выдвинул теорию о наличии яда в пище, поэтому попросил меня воспользоваться лабораторией. Для меня это очень важно». Тамадачи заглянул в глаза Рин. Она безмолвно просила его пойти на компромисс. Тот выдохнул, поправил прядку волос, что упала на лоб, и проговорил заметно тише и спокойнее. «Хорошо, Рин, только потому, что ты просишь. У него есть несколько часов. Пусть не попадается на глаза персоналу или ходит только с тобой. Не хочу, чтобы посторонний смущал пациентов. Считай, это моя скромная плата за то, что не поверил тебе». «Спасибо», – с благодарностью ответила Рин лучезарной улыбкой. «А книгу я тебе занесу в перерыве». «Буду ждать встречи», – нежно проговорил он, кивая ей. После чего Тамадачи вновь с неприязнью зыркнул на меня и проговорил. «Надеюсь, что вы не будете доставлять проблем капитану Чиха. Я уж постараюсь», – процедил я, злобно смотря в его глаза. После чего мы друг другу кивнули, и глава больницы скрылся за поворотом. Рин выдохнула, взяла меня за руку и потащила в лабораторию. Я уселся на стул, пока Рин что-то объясняла лаборантке. Когда она вернулась, то села напротив меня. Молчание затянулось, отчего мне стало жутко неудобно. Неприятный тип этот Тамадачи Шина. С чего он вообще глава? По виду ему столько же, сколько и нам. «Вижу, ваше знакомство вышло не совсем удачным», – грустно заключила Рин. «Тамадачи стал главой госпиталя не по своей воле». «Это как?» «Он обучался у местного ирионина медицинским техникам. Потом шиноби из скрытого камня увели всех ниндзя-медиков. Учитель Тамадачи прикрыл его, сказав, что это всего лишь мальчишка-санитар. Так он и остался один, с целым госпиталем раненых шиноби и мирных жителей. Ему все пришлось познавать самому». «Это, конечно, грустно, но не повод, чтобы быть таким выскочкой», – заявил я с обидой. «Обита, пойми его», – начала Рин. «А еще то, как он на тебя пялится, глаза блестят, голос мягче становится. Ему же сказали, что есть молодой человек. Бесит». «А, ты ревнуешь, что ли?» – удивилась она. «Да, терпеть не могу таких прилипал», – Рин выдохнула. Поправила челку, затем положила руки на мои коленки и спокойно проговорила. «Тебе не о чем волноваться, и ты сам это знаешь. Мы коллеги, товарищи по работе. Он хороший человек и талантливый медик. Мне это нравится, поэтому и отношение у меня к нему дружеское. Обита, сосредоточься на деле. Забивая голову домыслами, лишь упустишь важное». Я положил руки на ладошки Рины и погладил их. Стало как-то не по себе. Вроде бы прожил целую жизнь, имея кучу опыта, а веду себя как глупый юнец. Видимо, сказывается то, что в той жизни я фактически не жил как подросток. «Да, я знаю, просто вспылил, наверное». «Понимаю, но тебе правда не из-за чего волноваться, ведь я люблю тебя», — сказала она, мягко погладив меня по щеке. «Ха, это же мои слова», — пошутил я. В эту минуту вышла лаборантка, которая дала результаты исследования. Рин внимательно посмотрела все пункты, потом разочарованно выдохнула и сказала: «Ой,
Ничего, обыкновенный суп. Никаких ядов или чего-то в этом роде. Черт, процедил я. Опять все сначала начинать. Внутри меня росло негодование, ведь никаких зацепок так и не нашлось. Не верю в совпадение такого масштаба. Где же я ошибся? Рин? Кто-то из наших товарищей пришел в себя? Один Джонин после длительного лечения и дезинфекционной терапии, которую мы применили, пришел в себя. Тамадачи тоже был? Ну да, он ведь оказывал им первую помощь, пока я не прибыла в деревню. Вот как, задумчиво промолвил я. А можно поговорить с ним? Да, только недолго. Нагрузки даже такого рода могут нежелательно сказаться на самочувствии. Хорошо, я постараюсь побыстрее. Тогда не стоит терять времени. Они внизу, как раз в той палате, куда ты заглянул. В голове мелькнул образ ужасного помещения. Лицо скривилось в гневной мине. Я посмотрел на Рин с некоторым упреком. Поняв, что я имею в виду, она лишь покачала головой. Правильно, что она может поделать? Учитывая то, что со мной обращались не очень ласково, то к раненым наверняка в 100 раз хуже. Придя в палату, я сразу же заметил парня, дремлющего за столом. Пухлый парнишка с большим круглым лицом. На его глазах красовались не менее круглые очки. Он сидел на стульчике, который, казалось, вот-вот сломается под весом его тела. «Кто этот здоровяк?» – шепотом спросил я. «Оки Атоко», – ответила Рин. «Он чунин, как я, прибыл сюда вместе с группой шиноби». «Хороший работничек». «Мне жаль его. Он очень не уверен в себе, а тут еще на его плечи свалилась такая беда». «Да, но сейчас нет времени на сомнения», – сказал я, порицая Оки. «Конечно, но сложно объяснить. Быть шиноби и медиком одновременно довольно сложно, ведь тебя учат спасать, но потом говорят, что лишь своих. Часто медик беззащитен перед суровой истиной войны. Убей или будешь убит». «Ты права». Прости, это место навевает на меня такие мысли. Пойдем, я проведу тебя к Джонину. Пусть Оки поспит еще чуть-чуть». Мы дошли до крайней койки у окна. На краю кровати сидел мужчина. Он пытался взять свой жилет со стула. Рин подбежала к нему. «Что вы делаете? Вам нельзя вставать». «Я должен. Чунины, они же пропадут», — хрипел шиноби. «Не волнуйтесь», — мягко, но уверенно ответил я. «Даю слово, что позабочусь о них». Джонин повернул голову в мою сторону. Увидев жилет, что надет на меня, он выдохнул и проговорил тише. «Вы подкрепление?» «Да». «Ага. Не переживайте, я уже обсудил все с вашими подчиненными. Мы выполним задание», — ответил я, садясь напротив него. Как быстро взрослеют дети. Что же, тогда доверюсь вам». «Учиха, Обита Учиха». «Да, доверюсь вам, капитан Учиха». Рин улыбнулась, погладила меня по плечам и шепнула на ухо. «Не нагружай его сильно, я пока поработаю с бумагами». «Хорошо». Она ушла. Я и Джонин остались наедине. Я подождал, пока тот отдышится, и тихо спросил. «Извините, я понимаю, как вам тяжело, но не могли бы вы ответить на несколько вопросов? Это крайне важно и поможет мне разобраться, что же послужило причиной вашей болезни». «Все, что угодно», – проговорил тот. «Хорошо. Можете в 2 словах описать, что произошло за территорией деревни?» «Да», – тихо ответил тот, затем громко откашлялся, собрался силами, выдохнул и продолжил уже более уверенно. «Мы выдвинулись за атакующими. Не сказать, что кто-то оказывал сопротивление, но они вечно ускользали. Мы попали в засаду на поле. Едкий дым заполнил все, но это нас задержало». Джонин закашлялся. Я подал ему платок с тумбочки. Тот прижал его к рту, затем убрал. Было видно, что ткань пропиталась красным цветом крови. Отхлебнув немного воды, он продолжил. «В лесу мы потеряли их след, хотя видели следы битвы, но так и не поняли, что это было. Делать было нечего. Мы вернулись назад. Потом были тут, в лазарете». «Вам оказали нормальную помощь?» – вставил я свой вопрос. «Ха-ха. Помощь? Почти ничего. Но и раны у нас были несерьезные. И я думал, это усталость. Нам вкололи немного болеутоляющего и отправили в казарму». «То есть слабость была до ужина?» Да. Мы думали, что это просто последствия битвы, но потом один за другим упали. Жар, боль. Невозможно было вдохнуть. Я не помню ничего, что было за последние сутки.
понятно. Но я, когда приходил в себя, видел, как они увозили из нашей палаты аппараты. К нам почти не приходили, только Оки, тот толстячок, сидел с нами. Пугливый юнец. Он в порядке? Да, проговорил я со злости, сжимая кулаки. Хорошо. Лучше бы уж сразу нас убили, чем так. Им насрать на нас, капитан Учиха, и нашу помощь, и... не верь им. После этого Джоу Нин побледнел и резко закашлялся. Из его рта вырвался сгусток крови, а глаза начали бегать из стороны в сторону. Рин резко очутилась рядом и крикнула: «Оки, вызови медсестер срочно, пусть несут заготовленные капельницы!» «Да, Рин-сан, я уже бегу!» – проговорил пухлый парень, неуклюже вылетая из палаты. Руки Рин охватил поток чакры, лицо покрылось потом, свечение с каждой секундой усиливалось. Она водила руками вдоль и поперек грудной клетки, усиливая поток энергии там, где ей казалось, что все наиболее плачевно. Я видел лицо Джоу Нина, которое постепенно розовело, а зрачки, глаз приходили в норму. Он закрыл глаза, дыхание его выровнялось и пришло в норму. Я сжал кулаки и злобно прошептал: «Чёртовы ублюдки! Им не важна жизнь наших товарищей!» С этими словами мое тело резко поднялось со стула. Рин поняла, что это значит, и, закончив с больным, попыталась меня остановить. Я чувствовал, как ее рука, дрожа, коснулась моего плеча, а с губ слетела: «Обита, постой, не делай этого!» «Пусти меня, Рин!» «Нет, ты совершаешь ошибку!» «Пусти!» – крикнул я, поворачиваясь к ней. В испуганных глазах Рин я увидел красную радужку своих. Сам того не желая, я активировал Шаринган. Рука Рин более не удерживала меня, и я выбежал в коридор. Там мне попался Оки, который заметил мой гневный взор, прижался к стене и весь затрясся. Медсестры тоже от испуга расступились. В 2 прыжка я поднялся по лестнице на 2-й этаж. Найти его, выбить все дерьмо из этой наглой морды. Я открывал двери, одна за другой. Люди, что находились в палатах, смотрели на меня с необычайным удивлением и испугом. Наконец, я нашел его в маленьком кабинете в конце коридора. Тамадачи сидел за письменным столом и разбирал бумаги. Он был крайне поражен, видя меня тут. «Чего вы хлопаете дверьми, капитан? Разве я вам не говорил быть тише?» «Ты...» – прошипел я. «Я не настроен вести с вами беседу. Вы явно не в себе!» – выкрикнул Тамадачи, вставая, пытаясь выпроводить меня из кабинета. В эту минуту я посмотрел на него и оттолкнул назад к столу. Глаза Ирианина тут же округлились от испуга. «Ублюдок, как ты посмел так поступить с моими товарищами?» – прокричал я, ударяя кулаком по стене. «Что?» – вопросил тот, пятясь назад. Я достал катану и стремительно бросился вперед. Тут же повалил Тамадачи на стол, прижимая клинок к его горлу. «Не строй из себя идиота!» – продолжал я. «Ты даже не представляешь, что с тобой могут сделать эти глаза, если продолжишь мне врать!» «Я правда не понимаю», – упирался он, смотря в мои глаза с явным страхом. Одно движение, и я могу погрузить его в гензюцу, наполнив разум такой болью, что он потеряет сознание. Но я хочу знать правду. Наши бойцы, ребята из Канохи, один из них рассказал, что вы тут делали. Лишили их аппаратов, фактически не лечите. Скинули все на того пухлого парнишку, да? Избавили себя от проблем, переселив их в самую ужасную палату? Признавайся, тебе велели их прикончить? Заткнись, процедил Тамадачи, глядя на меня уже не со страхом, а с презрением. Что? «Ты не в том положении, чтобы выпендриваться. Отвечай на вопрос!» – крикнул я, сильнее прижимая клинок к его глотке. «Закрой свой рот, если ничего не понимаешь!» – вскрикнул он, схватив меня за ворот жилета. «Да, я убрал этот аппарат, но он нужен был ребенку, который пострадал во время атаки шиноби из скрытого камня. Без него бы он не выжил!» Я слегка опешил, но хватки не ослабил. Иренин продолжил. «Что задумался? Ха! Вместо аппарата я отдал вашим бойцам лекарства, которые хотел потратить на мальчика. Вопреки возражению остальных, я выделил половину наших оставшихся запасов на ваших бойцов. Если бы не то, что принесла Рин, мне бы пришлось делить последнюю часть. Мои люди не получают столько, сколько ваши бравые вояки». Моя хватка ослабла еще сильнее. Тамадачи воспользовался этим и начал отталкивать меня. Я пришел в себя и вновь прижал его к столу. «Что не нравится, капитан Учиха? Палата тебе не нравится? Тут других нет. В остальных лежат женщины.
женщины, старики и дети, жертвы войны, жители моей деревни. Ну да, я ведь должен их бросить на произвол судьбы только ради воинов Канохи. Мои медсестры сами разгребли все это помещение и установили кровати. День и ночь следили, чтобы ваши бойцы, что валялись в бреду, не подохли. Я лично вместе с вашим Ирионином Оки дежурил у их кровати, но вам же все равно. Знаешь что, Учиха, пошел ты к черту, убей меня прямо тут, ведь ты больше ничего не умеешь. Для вас, шиноби, существует лишь одна задача – убивать. Вам не важно, кто это. Если был приказ, вы никогда не знаете ценность спасенной жизни. Много ли ты раз благодарил Рин за вылеченные раны, а? Он усмехнулся и взглянул мне в глаза. Теперь в них не было страха. Он был готов умереть за свои принципы, ответить за каждое слово, что произнес тут. «Не пересекай черту, Шина», – прошипела я, чувствуя, как волна гнева подступает ко мне. «За дело, потому что ты знаешь, что это правда. Вы срать хотели на наш труд, ведь для вас мы просто расходный материал. Ирионин не воин, от него на поле боя толку мало, пусть хотя бы раны лечит, так? Что, Рин, такое же обвинение скажешь? Так же посмотришь своими красными глазенками дьявола, а? Давай же!» Я отпустил его. Тамадачи оперся о стол. Откашливаясь, его лицо покрылось холодным потом, а волосы растрепались. Я убрал катану в ножны, а затем посмотрел в глаза Ирионина, но уже без шарингана. Тот смело взирал на меня с совершенно безразличным выражением лица. Я развернулся и резко вышел из кабинета, оставляя его одного. На лестнице меня перехватила Рин. Она буквально переградила мне дорогу. «Ты все же сделал это, да?» – проговорила она тихо. Я молча кивнул. Рин отвернула голову и продолжила. «Он сделал очень многое. Оки сказала, что Тамадачи боролся за жизнь каждого до тех пор, пока последние остатки чакры не вышли из него. Для Ирионина это грозит серьезными последствиями, ведь руки, как проводник техники, страдают самыми первыми. И ты из-за своего незнания бросился, сломя голову, и сказал ему». «Да», – ответил я, склонив голову. «Я разочарована, убита», – холодно сказала Рин. Эти слова были словно удар клинком в самое сердце. Я никогда не слышал от нее таких слов за обе мои жизни. Подняв голову, глаза начали смотреть на нее. Карие очи выглядели безжизненными и очень грустными. «Ты ведь всегда был тем, кто стремился понять человека, какие бы мотивы у него ни были. Ты всегда старался найти истину в самом темном закоулке, куда даже не проходит свет. Но сейчас я понимаю, что твой светлый взор и чистую душу затуманила злоба и ревность. Но это не тот Обита Учиха, не настоящий. Прошу, перестань играть. Сними эту маску, будь собой, и тогда, я уверена, ты найдешь ответ. Я верю в тебя». Я хотел взять Рин за руку, но она отвернулась и проговорила. «Прости, мне надо идти работать. Нашим товарищам стало плохо. Встретимся завтра утром». С этими словами она побежала вниз. Когда Рин заворачивала за угол, я видел, как на ее глазах блестели слезы, что есть мочи. Мой кулак ударил в стену. Небольшая струйка крови потекла по руке. Боль, но не такая сильная, не идет ни в какое сравнение с тем, что творилось в моей душе. Прибыв в это чертово место, я стал другим. Начал лгать себе и людям. Мой взор затуманила злоба на местных за их презрение к нам, хотя у них, возможно, есть на это повод, ведь у многих тут лежат родные и близкие. Им надоела война, а в нас они видят лишь очередных захватчиков, что бросят их в любую минуту. По сути, мы сами ничего не сделали, чтобы доказать местным обратное. Наоборот, мы усугубили это, встав в конфронтацию с властями деревни. И я ничем не лучше. Так заигрался в Джунина, увлекся всем этим, что не заметил, как стал оценивать человека лишь по его принадлежности к конкретной деревне. Рин права, я перестал видеть истинные человеческие чувства, стал тем, кого презираю, бездушной машиной, шиноби, который лишь выполняет приказ, как подчеркнул Тамадачи. Сколько бы жизни ты ни прожил, из раза в раз будешь совершать ошибки, порой гораздо страшнее, чем в предыдущей. Такую мысль в меня вбил нянята, который прожил не одну жизнь, но он же и поведал, что это наш шанс становиться лучше, мудрее, добрее к миру и его обитателям. И здесь нет никаких «но», и, быть может, хватит оправданий, есть лишь один правильный выход. Продолжение следует.